Всем привет! Мы продолжаем ретро-рубрику канала, вспоминая, какие масштабные копии выпускались разными брендами более 10 лет назад. И сегодня мы рассмотрим еще одну раннюю модель от производителя Deep Models, которая поступила в продажу в начале 2010 года. Это топливозаправщик на шасси ZIS-150, и данная масштабная копия, когда была новинкой, продавалась за 2500 рублей. По нынешним меркам это не так уж и много, сейчас современная журнальная серия практически стоит так же. Но на то время это была вполне внушительная сумма. И не стоит забывать, помимо Deep Models, подобного ZIS-150 на тот момент больше промышленным способом никто и не делал. Да, были модели ручной работы от разных мастерских, Sarlab, Кимерия, Херсон Models, но их качество исполнения сильно уступало этому современному промышленному изделию, а цена порой была даже выше. И эта модель в целом более-менее нормальная, хотя есть нарекания, не очень удачная кабина в плане передачи образа настоящего прототипа, но у этого грузовика довольно сложные обводы, и даже у костромских изделий Автоистория, ССМ, которые более удачные, на мой взгляд, все равно есть некоторые искажения. И на сегодняшний день так никто и не сделал более правдоподобную кабину ZIS-150. И давайте распакуем коробочку, посмотрим на этот топливозаправщик поближе. Я вам для сравнения приготовил еще один грузовик от Deep Models, тоже в интересной схеме окраски. И также я вам покажу предыдущую модель ZIS-150 с грузовой бортовой платформой, обзор на которую я делал неделю назад. И можно начать с упаковки. И у первого и второго варианта довольно симпатичная ярко-желтая коробка. Конечно, в нынешних реалиях такую упаковку для дорогостоящего бренда не стоит выпускать. И когда делал обзоры на продукцию GLM, уже упоминал, если бренд хочет позиционироваться как что-то эксклюзивное, ему лучше брать менее пестрые и вызывающие тона. Но как отдельное направление, например, для коммунальной техники, для каких-то ярких машин, такие коробочки вполне уместны. И давайте я вам покажу мельком сначала грузовой бортовой автомобиль, а затем мы перейдем к топливозаправщику. И у Дипа вышло два варианта бортовых грузовиков. И одна машина была ZIL-164, она визуально не сильно отличалась от 150-го ZIL. Единственное, то, что сразу бросается в глаза, это другой цвет кабины и отсутствие тента. Но мне больше понравился классический темно-зеленый грузовик, тем более второй ZIS-150 от Автоистории у меня в пестром цвете. Ярко-красная кабина и зеленый кузов. И, конечно, такие машины в таком варианте окраски, я думаю, с завода не выходили. Но вот такой ZIS, кому интересно, можете найти предыдущий видеоролик, там эту модель я показывал более детально. И давайте распакуем основную коробочку. И здесь на лицевой стороне упаковки есть фотография масштабной копии, вид сбоку, также есть фото автомобиля, вид спереди и вид сзади. На нижней стороне упаковки есть различная информация, которая касается данного бренда, указан их официальный сайт, на котором можно было ознакомиться с последними новинками. Эти модели изготовлены в Китае, также присутствует артикул, по которому можно найти эту модель в интернете, и указан прототип ZIS-150 и топливозаправщик TZM-150. И второй топливозаправщик был на шасси ZIL-164, и модель окрашивалась в темно-зеленый цвет, а верх был салатовый, если мне не изменяет память, но второй модели нет в моей коллекции. Мне больше приглянулся ярко-желтый вариант с бордовым низом. И вот так выглядит дисплей-кейс. Он по размерам не отличается от стандартной упаковки от Deep Models. Вполне хорошие коробочки. И здесь на подставке присутствует отверстие, видимо, для таблички. Но на моем экземпляре табличек я не обнаружил.
и, скорее всего, их не было, потому что я посмотрел на те модели, которые сейчас в продаже, у них тоже нету ни сертификата, ни именной таблички. И вот так вы можете посмотреть, как выглядит грузовичок в плане покраски и сборки. Более-менее хорошая покраска, в лакокрасочном покрытии вы не увидите мусора, следов клея, также потертостей. И то, что мне не нравится у этих грузовиков, это переразмеренные ручки. Об этом я упоминал, когда делал видеообзор на ЗИС-150 в зеленом цвете. И также говорил, похожее явление наблюдалось на 51-х газонах и 130-х ЗИЛах. Правда, на последних моделях это не так бросается в глаза, потому что у ЗИЛ-130 ручки крупнее, чем у ЗИС-150. У этой модели также поворотный передний мост. Это визитная карточка большинства грузовиков от этого бренда. Вполне хорошие покрышки, но уже говорил в видеообзоре на бортовую модель, не очень хорошо получились колесные диски. И в этом плане колесный диск лучше проработан у Автоистории, SSM и также у моделей из набора AVD Models. Также на задней стенке установили огнетушители, немножко просвечивает белый ореол, видимо от суперклея. Также за кабиной установили запаску. И с водительской стороны присутствует зеркало заднего вида. Правда, на моем варианте оно приклеено не очень ровно. Немножко приспущены окошки, сквозь них можно рассмотреть салон автомобиля. Панель приборов здесь черного цвета, на ней наклеены различные приборы. Также присутствует рукоятка переключения коробки передач, и рулевое колесо, на мой взгляд, здесь стоит не очень правильно, потому что оно упирается в нижнюю часть сиденья. Но опять же, кто будет измерять штангенциркулем эти детали? И как раз можно посмотреть, как выглядит надстройка. Надстройка мне очень понравилась, и это элемент из полимера, очень ажурные поручни, также красиво сделана горловина для залития жидкости, и сзади присутствует сцепное устройство, правда, оно не рабочее, как на поздних моделях от этого бренда. И установили задние фонари. Правда, они довольно крупного размера, и я не припомню, чтобы на советской технике были подобные фонари. И здесь также установлена цепочка, и цепочка касается земли. И, например, если мы в сравнение возьмем модели от SSM, у них обычно цепочка очень короткая и выглядит не очень реалистично. Также можно посмотреть, как изготовлен топливный бак. Он покрашен черной матовой краской. И из-за того, что рама у грузовика тоже матовая, такое ощущение, как будто она сделана из пластика, но это металл. И когда я хотел открутить предыдущую модель от подиума, с первого раза у меня ничего не получилось, потому что эти модели очень сильно притянуты, и здесь, я думаю, точно такая же ситуация. Поэтому вид снизу я покажу ближе к концу видеоролика в виде фотографии. И давайте я вам для сравнения покажу второй грузовик от Deep Models, тоже в ярко-зеленом цвете с бежевым верхом, и это техпомощь на шасси ЗИС-151. Одна из моих самых любимых моделей от этого бренда, прекрасный грузовик, и как раз вы можете наглядно видеть, здесь уже дверные ручки намного мельче, и они вполне правдоподобны. И этот грузовичок вообще прекрасный, у него также поставляется комплект инвентаря, который можно поставить в кузов, и также у модели снимается тент. Правда, нужно его аккуратно снимать, чтобы не повредить борта. И то, что мне нравится, здесь рабочие скамейки. Можно тоже их
откинуть. И также в наборе поставляются дуги. Вы можете их приклеить и сделать открытый вариант без стента, но с установленными дугами. Прекрасная модель. И, кстати, два грузовичка отлично будут смотреться на полке рядышком друг с другом. И пишите ваши комментарии, что вы думаете о ранней продукции Deep Models. Если в вашей коллекции похожи ZIL-150, возможно, вы взяли вариант ZIL-164, хотите ли вы увидеть обзор на третий вариант поливомоечной машины? Она тоже есть в моей коллекции. Если у вас будет интерес, я сделаю на нее детальный видеообзор. Если вам понравился данный видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик и также заглядывайте на мой второй канал. Там тоже выкладываются разнообразные видеоролики на модели из моей коллекции. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.